Фильмы романтизировали рыцарей. Это бравые мужчины в доспехах, которые сражаются на турнирах и побеждают в войнах. При слове «рыцарь» сразу приходит на ум доблестный мужчина, для которого отвага и честь превыше всего. Он всегда готов защитить слабого и бросить вызов тирании. В этом выпуске я расскажу вам о 6 классных фильмах про рыцарей. Поехали! «Железный рыцарь», 2011 год. В 1215 году мятежные бароны Англии после трехлетней гражданской войны вынудили короля Иоанна Безземельного подписать Великую Хартию Вольностей. Документ, который устанавливал права и свободы как самих баронов, так и всех свободных граждан. Однако коварный король сожалеет, что поддался давлению баронов. Он изменил своему слову и собрал на южном побережье Англии армию датских наемников во главе с Тибериусом. Мы вернем вам вашу страну. С намерением вернуть страну к прежнему тираническому правлению. Путь королевской армии перегородил Рочестерский замок, который оборонялся небольшим отрядом рыцарей ордена Тамплиера. Силы тамплиеров по сравнению с армией короля не равны, но ими движет не только желание победить, но и намерение восстановить справедливость. Король Артур, 2004 год. Римская империя завоевала много земель и обязала всех потомков граждан завоеванных государств воевать за них. Таковы условия мирного соглашения. Артур – римский легионер, всецело верный своей империи. Его задание – подавить сопротивление бритов, которые сражаются под предводительством Мерлина. Зачем Мерлин направил вас на юг от стены? А также спасти из плена ученика Папы Римского по имени Алекто. Для этого ему нужно отправиться в одно римское поселение, находящееся под контролем бритов. Ты с нами? Конечно, с вами! Одних отпустишь, поубивают! Отряду Артура удается не только спасти юношу, но и освободить крестьян от местного сатрапа, который морил свой народ голодом. За работу! Что за человек? Староста деревни. А наказали за что? Прогневал господина Мариуса. Львиная часть урожая идет на продажу. Он просил, чтобы нам оставляли побольше. Там же он обнаруживает склеп, в котором была замурована разведчица пиксского отряда Гвиневра. Все вместе они уходят на юг. В дороге Гвиневра все больше проникается к Артуру интересом. Она рассказывает ему, что среди пиктов он стал настоящей легендой и упрекает его за службу Риму. Но ты решил служить Риму, который берет то, что ему не принадлежит. Артур игнорирует разговоры о несправедливости римской власти, но втайне все же начинает сомневаться. На ночной стоянке, когда все засыпают, Гвиневра уходит в лес. Артур идет за ней и встречается с Мерлином. Который предлагает ему объединиться для борьбы с саксами. Мои воины сильны, но им нужен герой. Робин Гуд, 2010 год. 1199 год. Робин Лонгстрайд, лучник армии Ричарда Львиное Сердце, ветеран Третьего крестового похода. Эй, лучник! Гляди, не сдохни! Вечером игра! Только в этот раз монеты не забудь, малыш! Буду рад их у тебя выиграть! Войска Ричарда увязли в Нормандии, и Робину с его друзьями хочется поскорее вернуться на родину. Из-за незначительного эпизода они оказываются арестованы. Отставить! Ублюдки безмозглые! Склонитесь перед королем! Но бегут из-под стражи и решают вернуться в Англию. Для этого они притворяются рыцарями, которые на самом деле погибли на поле боя в Нормандии. Ведь между рыцарем и простолюдином нет никакой разницы, кроме одеяния. Тем временем Ричард умирает, и королем становится его брат Иоанн. Моей короне. Передай ему, править страной чертовски накладно. Все должны вносить свою лепту. Пойдет зачет.
Его правая рука, сэр Готфри, предавший Ричарда, продолжает выдавать себя за рыцаря Роберта Локсли. Робин возвращается домой, где пытается помешать Готфри и добиться от нового короля подписания Великой Хартии Вольностей. Документ, который объединит английские земли и обеспечит население правами. По пути Робин добивается признания леди Мэрион Я Мэрион Локсли. и понимает, что иногда грабеж богатых может спасти бедняков. Царство Небесное, 2005 год. С мрачных кадров начинается эта история. Похороны красивой молодой девушки. Проезжающий мимо процессии барон Готфрид Ibelинский узнает, что покойная наложила на себя руки после смерти единственного ребенка. Роковым совпадением оказывается, что это жена его внебрачного сына, которого барон ищет. Может, при других обстоятельствах кузнец Балиан обрадовался бы такому отцу, но сейчас богатство и титул не манят его. В порыве гнева герой убивает сводного брата. Сможешь облегчить участь жены в аду. Это же иначе. Она наложила на себя руки, значит, в аду. Размеренная жизнь деревенского жителя закончилась. Он присоединяется к отцу и его свите. Но семейной идиллии тоже не случится, так как барон погибнет в бою, успев назначив сына рыцарем. Встань, рыцарь. Барон Гебелен. Новоиспеченный дворянин чуть не погиб в шторме. Вступил в бой с сирийцем, прежде чем добраться до поместья отца в Иерусалиме. Прибыв в Иерусалим, Балиан идет на службу правителю города, королю Балдуину, который болеет проказой, и его дни сочтены. Сарацины верят, что эта болезнь послана нам в наказание за нашу гордыню. Политические интриги тамплиеров приводят к нарушению шаткого перемирия с мусульманами. Нельзя идти в войну на Саладина. Война не нужна. Мы можем проиграть. Их предводитель Саладин атакует город. Вся тяжкая доля по защите осаждаемого Иерусалима ложится на плечи Балиана. История рыцаря, 2001 год. Оруженосец настоящего рыцаря, юный Уильям Тэтчер, даже не мечтает о славе странствующего рыцаря и об участии в турнирах. Но его хозяин, сэр Эктор, умирает от полученных на поединках ран. Он умер. То есть как? Искра его жизни потонула в дерьме. И молодой человек решает попытать счастье. Эй, оруженосец! Сэр Эктор должен быть немедленно, или он выбывает из турнира. Так он же... скоро будет. Надевает доспехи, выдавая себя за Эктора. Если они узнают, кто ты такой, нам не поздоровится. Помолись, чтобы не узнали. И одерживает победу на очередном турнире. Сэр Эктор, снимите шлем. Не могу, он погнулся от мощного удара копьем. Казалось бы, на этом стоит закончить и скрыться скорее, пока обман не раскрыт. Но в дороге он встречает ограбленного и униженного литератора Джеффри Чосера, Сэр! который составляет для своего спасителя фальшивую родословную. И Уильям теперь может участвовать в состязаниях под новым именем – Ульрих фон Лихтенштайн. Позвольте представить, сэр Ульрик. Один за другим он побеждает сильнейших соперников, обретает славу, встречает настоящую и очень сильную любовь – леди Джоселин. Скажите свое имя. Но в то же время у него появляется сильнейший враг – граф Адемар, который стремится во что бы то ни стало сокрушить пылкого соперника. Храброе сердце, 1995 год. 1280 год. Король Англии Эдуард I Длинноногий запретил шотландцам иметь оружие и оккупировал значительную часть земель скотов. Разгорается война. В ней погибают отец и старший брат десятилетнего Уильяма Уоллеса. Что они делают? Прощаются по-своему. Играют на запрещенных волынках запрещенные мелодии. Мальчика берет на попечение его дядя Аргайл. Уильям получает прекрасное европейское образование. Спустя 20 лет он возвращается в родную деревню. Мужчина хочет вести спокойную жизнь. Он начинает встречаться с Марон, девушкой, которую он знал еще с детских лет.
Она отвечает ему взаимностью. Влюбленная пара венчается тайно. В скором времени должна состояться свадьба. Уильям и Марон собираются заниматься хозяйством вместе с будущими сыновьями. Политические дела страны не вызывают у них никакого интереса. Деревня находится под постоянным присмотром английских солдат. Несколько человек в рыцарском обмундировании пытаются изнасиловать Марон. Та отчаянно отбивается. Ее спасает вовремя пришедший на помощь Уильям. Сможешь верхом? Однако девушка не успевает ускакать на лошади из деревни, как ее схватывают. Ее убивают, а жениха ищут. Только молодой человек не сдается с повинной, а вступает в бой. Жители стихийно устраивают восстание против англичан. Уоллес убивает командира отряда, мстя ему за любимую девушку. Местные жители провозглашают Уильяма Уоллеса своим вождем. Мужчина, потерявший свое счастье, вступает в неравную схватку с Англией. Теперь его единственная цель – свобода своего народа. И за нее он готов заплатить любую цену. Уильям понимает, что у этой войны за независимость будет много жертв, прольются литры крови, но его это не останавливает. Ребят, я создал телеграм-канал, на котором показываю видео о последних катастрофических событиях, таких как недавний мощный торнадо в США, град гигантских размеров и ураганы в Китае. Различные необычные видео про животных, есть посты про мистику, например, какая-то странная молния. И многое другое. Прошу вас подписаться и заценить канал. Отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.